Всем привет, на канале Александр Брест. Сегодня к нам наконец-то попал DeWalt, как вы и просили. Две болгарки. Обе болгарки немножко трупы. В этой болгарке, я как понял, непорядок с редукторами, отсутствует задняя часть инструмента. А во второй, как бы сзади все есть, но при этом якорьку поплохело. Наша задача из этих двух полутрупиков собрать одну очень классную рабочую болгарку. Давайте приступать. Перед тем, как приступать к разборке, хочу обратить ваше внимание. Одна болгарка у нас с 2008 года выпуска, вторая 2012. Короче, отмаслали они немало. Предлагаю начать с той, у которой нет задней части. И, кстати, обратите внимание вот сюда. Отломали щеткодержатель. Ё-моё. И, кстати, да, отломали не только щеткодержатель, но и вот эту вот пимпочку, на которую очень удобно можно повесить пружинку, чтобы она не мешала при разборке. Видите, тут вообще ничего нет. Капец. В задней части инструмента имеется вот такая вот дополнительная крыльчатка. Пока мы не снимем ее, мы не сможем достать из корпуса электрики якорь. При нормальных условиях можно просто заблокировать вал и открутить эту крыльчатку. Но в нашем, случае все прокручивается, поэтому придется делать немножко по-вандальному. Я цепанусь за крыльчатку. Так вообще делать нельзя. Открутили мелкую крыльчатку и откручиваем корпус редуктора от корпуса электрики. Ах, красотища. Не настолько тут серьезная проблема. Оказывается, всего лишь не зажата гайка была. Ну ладно, разбираем дальше. А последний винт под плоскую, прям как я люблю. Шестерни в идеальном состоянии. Чего не скажешь о подшипниках. Да, их уже пора бы поменять. Ладно, корпус редуктора пока что отложим в сторонку и возьмемся за следующего пациента. Повторюсь, мы сейчас разберем полностью эти две болгарки и будем выбирать детальки получше. В одной, допустим, якорь целый, в другой шестеренки немножко получше. Ну, вы поняли. И соберем вообще пушечный инструмент. Кнопку с сетевым кабелем пока что отложу в сторонку, чтоб не мешало при разборке. Как и в прошлой болгарке, снимаем пружинки с шахт, ставим на вот эти штырьки и чуть-чуть приподнимаем шахты над коллектором. То же самое со второй. Теперь жмем блокировку вала и откручиваем нижнюю крыльчатку. Ну все, можно раскручивать дальше. Коллектору, как видите, кранты. Бывает. Опять откручиваем крышку редуктора. Но как бы тут тоже шестерни в идеальном состоянии. Кстати, пишите в комментариях, вам нравится фирма DeWalt или нет. Снимаем резиночки, они у нас с кромками. И снимаем шестерни. Так. Одна гаечка у нас откручена, а вторую откручиваем ключиком на 10. Теперь берем съемник и снимаем верхние подшипники. Под подшипником у нас вот такая вот пластина. На хорошем якоре она немножко поржавела, поэтому я, пожалуй, поставлю вот эту. Ненужный якорь выкидываем. Значит, что на одном корпусе, что на втором, щетки мне не нравятся. Будем по-любому их менять, поэтому сдерну-ка я контакты и подостаю щетки. Шахта непонятная, треснувшая. Тоже, походу, менять надо будет. Шахты, пожалуй, тоже с обоих корпусов поснимаю. Для того, чтобы их снять, нам необходима очень-очень маленькая звездочка. Вот и все. То же самое повторяем со всеми. Повторюсь, мы сейчас полностью разберем эти болгарки и выберем самые классные деталюшки. Для того, чтобы собрать
одну хорошую. Судя по показаниям, тот статор полностью жив. Вот. Этот статор у нас как бы вроде бы тоже живой, но у него пооборваны, во-первых, контакты, во-вторых, здесь корпус с обломанным усом. Поэтому, в принципе, вот этот корпус откладываю в сторонку. Ну что, осталось выбрать редуктор. Значит, оба редуктора в идеальном состоянии. Что валы, что шестеренки. Единственное, в вот этом редукторе получше себя чувствует блокировка вала, раз, и имеется ограничитель, поэтому его и оставляем. Ну, точнее, начинаем разбирать. Выжимаем блокировку вала, берем ключик и раскручиваем. Достали шестерню с муфтой и дергаем из корпуса вал. И да, если кому-то было интересно, как же в DeWalt работает блокировка вала, смотрите. В боковой части корпуса имеется вал блокировки, который упирается вот в эту вот непонятную штуку, напрессованную на вал. Очень, кстати говоря, надежная конструкция в плане чего? Здесь очень толстый кусок алюминия. То есть сломать вот это или вот это, ну прям тяжело, ребят. Ну что, финишная прямая. Значит, этот подшипник нижний мы полюбасу будем менять, поэтому сразу же его снимаем с рабочего, хорошего, красивого якоря с помощью съемника. Потом берем наш корпус редуктора, вынимаем заглушечку и откручиваем вот тот вот винтик-шурупик. Он держит наш вот этот подшипник. Помимо этого подшипник еще и завальцован, но тем не менее. Пока не открутим винт, не снимем подшипник. Ну все, инструмент практически разобран. Остается спрессовать блокировку вала с подшипником с нашего шпинделя и спрессовать вот этот вот подшипник. Подбираем наставку необходимого размера. Ну и естественно, спрессовываем. Ну и раз уж мы все равно у пресса, выпрессую подшипник из корпуса. Ну вот, в принципе, все, что необходимо было разобрать, мы разобрали. Можно приступать к чистке деталей. Деталюхи почистили, теперь давайте смотреть, что конкретно под замену. Абсолютно все подшипники под замену. Значит, в редуктор поставлю фирмы NSK, а на якорь фирмы NMB. Если кому интересно, на якоре стоят 607 и 608, а в редукторе 6900 и 6001. Также под замену пойдут щетки, несмотря на то, что в одной из болгарок стояли практически новые. Почему? Да выглядят просто они как-то стрёмно. То ли в воде побывали, то ли что, короче, крошатся. Ну их к черту. Лучше поставить новые. Также придется заменить одну из шахт, так как все остальные были в плохом состоянии, если не считать вот этой. Ну и, естественно, нам придется заложить новую смазочку. Все. Остальные детали были взяты с донора. Их хватает. Ладно, что, давайте собирать. Пожалуй, начну сборку с редуктора, а именно с ведомого вала. Устанавливаем уплотнитель. 6001 подшипник. И напрессовываем. Сразу с собой берем блокировку вала. Ее тоже надо напрессовать. И раз. И два. И да, в редуктор тоже подшипник запрессовать не помешает. Чтобы наша болгарка не отличалась от заводской, поставлю пару точек и закручу винт. Кстати, благодаря такой вот конструкции блокировки вала, как в этом DeWalt, смазка из самой блокировки ну прям никак не потечет наружу. Ах, красота. Ну что ж, пришло время устанавливать нашу ведомую. Так, ставим ведомую и собираем муфту.
Ну, естественно, зажимаем этот бутерброд гаечкой. Зажимаем без фанатизма. Ну что, пришло время взяться за наш якорь. Берем платформу, берем пыльник. Кстати, в одной из болгарок он вообще отсутствовал. Одеваем и берем 608. Ну, естественно, напрессовываем. Сюда 608, сюда 607. Напрессовали подшипнички и устанавливаем ведущую. Ну и, конечно же, зажимаем. Без фанатизма. Сразу одену резиночку, чтобы она не валялась на столу. Обязательно следите, чтобы резинка села хорошо по всей окружности. Напоминаю, она идет с кромкой. Ну что, якорь по сути готов к установке. Поставили его в корпус редуктора и берем корпус электрики. Как всегда, чуточку лубрикантику, дабы ничего не стало наперекос. И устанавливаем. Обязательно следите, чтобы эта пластина стала правильно. Установили все это дело, проверили, как крутится, и закручиваем. Ну что, якорь установлен, можно устанавливать щеткодержатели со щетками. Но для начала их надо собрать. Берем щеткодержатель, устанавливаем с двух сторон пыльники вот такие. И давайте сразу поставим щетку. Продеваем быстросъем с проводом и вот так вот ставим щетку. Вот по сути наша шахта собрана. Остается ее привинтить вот этой крышечкой к корпусу. Прицеливаемся. Вставляем сие чудо. Ну и прикручиваем. Повторюсь, для этого надо супер маленькая звездочка. Т6, если поточнее. Вот как выглядит итоговая конструкция. Теперь можно вот так вот накинуть пружинку. Все, осталось только подключить проводок. То же самое со вторым щеткодержателем. Ну что, пришло время ставить мелкую крыльчатку с кожухом. Целимся кожухом, целимся крыльчаткой, закручиваем крыльчатку, нажимая блокировку вала, зажимаем крыльчатку. Не забываем позаводить провода от статора. Здесь, вот в этом кожухе, есть для них предусмотренное место. Ладно, теперь берем нижнюю часть корпуса и типа прицеливаемся. Такая красота. По сути, болгарка собрана. Остался мой нелюбимый момент. Берем вот эти два провода, подключаем к кнопке включения, всовываем кнопку включения в посадочное гнездо, вот таким макаром. Сверху заводим сетевой кабель, подпираем вот этой желтой штукой кнопку и закручиваем ее вот сюда. При этом, естественно, следя за расположением проводов и за тем, чтобы пыльник попал на место. Ну, короче, вы поняли, наверное. Я сам не понял. Делаем. Вот примерно так должно получиться. Провода от статора аккуратно заведены вот здесь. Кнопка стоит на месте, прижатая фиксатором кнопки и фиксатором провода одновременно. Значит, эти провода тоже заведены. И вот так вот легко и красиво щелкается кнопка. Кнопка будет меньше колбаситься, когда мы накроем вот этим корпусом. Здесь тоже держатели ее присутствуют. Ладно, проверили. И накрываем верхним корпусом. Все сходится хорошо. Закручиваем. Ну вот и все. Болгарка готова к работе. Но пока я не смазал и не закрыл редуктор, давайте полюбуемся на то, как
Зубчатые пары в таких инструментах работают. Эх, красота. Вечно можно смотреть. Но наша задача починить, поэтому смазываем редуктор. Мазюкнул редуктор и подготовлю крышку. Беру прокладку и устанавливаю на место. На прокладке имеются ножки, которые необходимо ставить в посадки. Ставил в посадке все ножки, убедился, что прокладка села хорошо, красиво, что прилегает там, где надо, и можно устанавливать на корпус редуктора крышку с прокладкой. Так вот. Ну и, естественно, закручивать. Ну вот мы наш чудо техники и дособирали. Поэтому давайте проверять. Для начала блокировка вала работает. Ну, теперь сам инструмент. Пушка! Повторюсь, обязательно пишите в комментариях, нравится ли вам инструмент DeWalt и хотите ли вы, чтобы он чаще мелькал на канале. Если хотите, то пишите, я постараюсь.